Так, ребят, всем привет. Я уже в Екатеринбурге, возле клуба. Я вон там. Клуб, кстати, маленький. Здесь ни разу не были, но в районе там были. Еще мне пришлось спуститься в метро. Вы знаете, что я метро вообще не люблю. И для меня это очень трудно. Хоть там ехать было сколько? 3 или 4 станции. Ну ладно, хоть по прямой. Я не потерялась, это хорошо. Короче, я сейчас встретилась с Егором. Егор мой подписчик. Заходи. Вот это Егор. Пока не Ярушин, но потом вы увидите на сцене. Вот. Что-нибудь скажет? Нет. Что-нибудь скажешь? Егор не хочет, короче, появляться в видео. Ну, в общем, вот так. Кстати, людей пока мало. Ну, часть ушла на МИД. Вот. И вот так. Ну, пока мало. Посмотрим, что будет ближе к самому концерту. Я думаю, что побольше придет. Уже видела Вацлава, Дэнни, который басист у них, и Ондра, барабанщик, да. Вот они тут ходили, тусили. Вот. Ну, вот так, в общем. Фоточки, ой, не фотки, эти видосы будут вам. Я постараюсь это вообще все, вот эти 4 моих дня концерта, записать все в один день, чтобы в один влог вышло. Я надеюсь, хотя бы там выйдет на минут 8 будет. В общем, вот так. Пока мы все в нормальном виде. Давайте сделаем еще круче, чем в Новосибирске вчера. Это будет нелегко, но я уверен, что у нас получится. Екатеринбург.
Я забыла. Это вот чекам надо город показывать, а не челябинцам. Ну, может, они... Хотя, может, они, наверное, не видели. Или сейчас будут гулять, кто знает. Не все же до 3 утра пиво пить. Ну. Итак, это вам вечерний Екатеринбург. Мы идем с концерта. Все эмоции чуть попозже вам расскажу. Когда найдем красивую локацию. Кстати, я не помню, мы здесь гуляли или нет. Вроде бы нет. Нет, да. Вру. Гуляли. Смотрите, ребят, такая штука. Короче, вы можете здесь подвигать и там что-то нарисовать, написать. Раньше, когда мы ездили, этого не было, кстати. А там фонтанчик. А это Егор. Я надеюсь, мне завтрашние не прилетят. Итак, ребят, тут я сижу на красивом месте. Тут Егор. Егор не хочет. Ну ладно. Вот, короче, я могу сказать, что это было круто, супер круто, это офигенно. Это прям вообще офигенно, вот правда. Все, что можно, какие слова красивые подобрать. Просто вставьте сюда. Вы бы слышали, как Екатеринбург орал. Хоть да, там не супер много было людей, но в принципе клуб был собран, и все пели. Я потом где-нибудь кусочки ставлю. Это было здорово. Отдельно спасибо за Депеш Мод. Хоть я не могу на настоящую группу Депеш Мод поехать. Хотя бы так. Спасибо, Егор, за это. Вот. Я рада, что еще у меня впереди 3 концерта. Челябинск, Москва, Питер. И я не жалею, что я поеду на все 4 эти концерта. Я очень рада. Огромное спасибо Егору, что он сделал тур и может приехать и порадовать нас. Это прям круто. Это прям очень здорово. Твои эмоции. Все было шикарно. Все было шикарно, правда, очень все круто было. У меня, кстати, медиатор, он где-то там в языке лежит. Вот. Я хочу еще барабанную палочку. Я надеюсь, обойдешься. Нету, я надеюсь, что у меня получится ее взять. Вот. Я правда довольна. Я прям напрыгалась, наскакалась. Еще была прям сцена, и это прям очень здорово. Теперь я жду, как будет и Челябинск. Ну там Челябинск, конечно, будет не так много народу. Я надеюсь, что с Саратовом не будут сравнивать. Или мы вообще будем... Первое место скажи. Ну это я скажу, да. Я надеюсь, мы не хуже Саратова будем, вот. Потому что нас и так мимо все приезжают. Все едут в Екатеринбург, там Москва, Питер. Но Челябинск никто не едет. Вот. Ну спасибо Егору, что с Челябинска. А еще Егор, короче, на концерте они с ребятами составляют рейтинг, топ-лист городов. И, короче, он сегодня поставил на первое место Екатеринбург, потому что реально ребята круто сделали. Екатеринбург, короче, побеждает все рекорды по всем концертам. Потому что это всегда было, то есть Екатеринбург всегда стоит вместе с Москвой и Питером. Да, то есть вот так. Поэтому я всегда приезжаю сюда, в Екатеринбург. Какие группы раньше приезжали, и Москва, Питер. Вот такие новости. Сейчас я буду ждать своей машины, когда я доехать до Челябинска, да. Придется приехать в 3 часа ночи и поспать 3 часа, пойти на работу, отработать полный день, и потом опять идти на концерт. Я жду с нетерпением этот день, я надеюсь, там тоже будет круто. Я не знаю, в Челябинске не буду записывать, если, может, не буду, то вертикально. Я просто хочу попрыгать, потанцевать под песню. И отдохнуть. И отдохнуть, да, правда. В общем, спасибо, кто смотрит. Увидимся с вами в других видео. Короче, это Егор, подписчик. Вот, я его вытащила на концерт. Вот, поэтому он со мной здесь. Вот. А еще я не успела сфоткаться с Вацлавом. Он куда-то ушел, но со всеми с ребятами я сфоткалась. Я надеюсь, там на других концертах я это делаю. Вот. А вы увидите сейчас красивый Екатеринбург. Так, давай уйдем, там он фура едет. Стороны. На человека в обе стороны из Москвы. Ну вот у меня оппонент приедет.
26 числа приходите. Я как посмотрел цену на билет. Неплохо. А теперь Итак, ребят, всем привет. Сегодня второй день. Сегодня будет в Челябинске. Вот я очень быстро с сестрой приехала с работы и быстро-быстро собираемся. Сейчас поедем на концерт. Да, ваш любимый фон со стримов. Я надеюсь, что сегодня все будет хорошо, потому что я надеюсь, Челябинск не будет мемом. Всем привет! Как Саратов, потому что в Саратове было очень мало билетов продано, теперь все спрашивают, что с Саратовом. В Челябинске как бы тоже у нас мало билетов продано, я надеюсь, что будет все хорошо, и все будут веселиться, отрываться, и несмотря на то, что небольшое количество людей будет, да, но будет очень хорошо и здорово, и мы не будем тоже мемом этого тура. Будет уютно, по-домашнему, маленькой компанией. Вот, надеемся, вот, ну... Я еще, как бы, мои мысли еще там, но они скоро вернутся на этот концерт, следующий, вот. Если честно, я думала, что у меня ничего не будет болеть, а к обеду мне моя шея сказала пока. Я вообще очень трудно мне шевелить, и у меня сейчас горло очень болит. Вот, но я думаю, потому что накричались там, навеселились, напрыгали, но я еще хочу. Я надеюсь, что здесь также будет все круто, зашибись. И у нас, кстати, будет разогрев. В Екатеринбурге не было разогрева, но ребята без этого справились, так что это все очень здорово и хорошо, в принципе. Зачем вообще и разогрев, если когда группа сама может все сделать? Очень круто. Вот, поэтому, честно, я не знаю, как группа у нас будет Челябинска, по-моему, она, может, не Челябинска, но точно знаю, что в Екатеринбурге ее знают. Вот, посмотрим, что будет за разогрев. Ну и, естественно, мы ждем Марину. Вот, поэтому тоже я видосики подсниму. Я постараюсь что-нибудь подснять, в плане того, что я не знаю, как бы все то же самое будет, но все равно это для влога надо, поэтому, чтобы вы ощутили атмосферу разных городов, как все это было, я, скорее всего, все полностью засниму. Вот, поэтому я надеюсь, что будет все очень здорово, круто и будет все очень хорошо. Так что увидимся с вами чуть попозже. Так, мы уже доехали до клуба. Если честно, непривычно идти в своем городе на концерт, потому что я очень мало была когда-то на концерте в своем городе, но, короче, вот так выходит. Ну, ладно, сейчас. Я надеюсь, что народ побольше соберется, а я хочу чуть-чуть вам показать уже вечернего Челябинска. Правильная идея. Услышал, ты умеешь только хлопать, что ли? Вы все еще здесь, Челябинск? Давайте еще похлопаем немножко.
Спасибо. Итак, ребят, у нас в Челябинске пришел концерт. Правда, пришлось сокращить чуть-чуть им сет-лист, потому что ребятам надо уезжать будет рано перед Москвой, и перед Москвой надо отдохнуть. Поближе подойди, да. Короче, там Даша, вот это Лиза. Мы с Лизой познакомились сейчас на концерте. Наша стандартная схема. Да, будет человек, с которым можно будет ходить на концерт, кстати. Вот. Вот, и, короче, мы сейчас немножко пообщались с Вацлавом и Дэнни. Ребята, короче, очень крутые, классные, и будет одна вставка. Еще они поняли, что есть я. Да, что есть сестра. Их напугали. Ну, сколько дедов мы напугали сегодня? Трех дедов. Вот, и, короче, я уже забыла, что хотела сказать. В общем, ребята, то, что, я их научала, понятно, что реакции делала. Вот, они такие, типа, они меня вспомнили, это очень круто, и огромная благодарность. Конечно, мой английский, как всегда, Просто английский случился рак английского. простые предложения я сказала. А там, да, там он прям гуляет. Вот, но такие более сложные, как всегда, мой мозг покинул чат это. Вот, в общем, я очень рада, что было. К сожалению, кто Стрэнджлов не прозвучало, но она у меня есть. Я хотела, я единственная эту песню знала. Не, ну стимулятор. А стимулятор? Это та, которая где клипа не крутится Нет, это... на таблетке с прической. Нет, стимулятор, это где на концерте типа произошел перебор. Все, я А поняла. там крутится это Spiral. Где А вообще-то Spiral это с Эбби Watching Me. Ой, ну, неловко вышло. Там, где Рамштайн, да? Толстовка. Да, но это Эбби Watching Me песня. Ну, Рамштайн толстовка, но типа... Они, короче, не шарят, простите за их. Что-то я, Лиза-то понимает, или что? Да. Вот, мы рады хотя бы, что сюда приехали. Правда, да, клуб был маленький. Я не помню, я не снимала, кстати, там. Заломили пиздрить. Вообще Да. очень, но это чисто вот пап. Это чисто для акустики. Вот, но не как для... Кстати, немножко, да, уши отложила. Теперь Егор знает, что тоже у меня есть сестра. Вот, я надеюсь, мой голос... Мне кажется, он на концерте понял, типа, что? Может, да. Вот. Ну, спасибо большое, что ребята приехали. Увидимся с ними в Питере и в Москве. Я жду этого момента. Вот. Чуть. Хотя бы пока. Скажите, пока. В общем, было замечательно круто. Я оторвалась, попрыгала. Моя шея скажет опять мне до свидания. Вот. Поэтому так. В общем, я... еще у нас, кстати, был мошпит, и меня столкнули, я на сцену. Да. Я на сцену упала. С тебя на этом трите попроси для меня медиатор. Ладно. Потому что с собой не было. Вот, и, короче, это вот так. Ну, огромное спасибо ребятам, прям, правда, спасибо, что они заехали в Челябинск, отыграли. Было весело, круто, здорово. Можно я скажу, как независимое лицо, потому что я их вообще не слушаю. Мне очень понравилось. По факту, надо начать. Вот, надо начать. Да, в общем, спасибо всем большое. С вами увидимся в следующем дне. Пока. Итак, ребят, если честно, я рада, что да, произошел этот концерт. И я рада. Лучше. Когда не можешь перестать тебе эти видосы портить. Короче, я рада, спасибо большое Егору и команде Марине, Ондаля, Дэнни и Вацлав. Большое спасибо, что они приехали в Челябинск. Вот, короче, я сегодня спала 3 часа, сходила на работу, вообще усталости нет. Она еще меня разбудила. Да, вот. И, короче, сейчас я пойду собираться на самолет, потому что мне осталось вещь так закинуть, и надо будет ехать в аэропорт. Кстати, в ушах до сих пор звенит, но это прям круто. Ты в брода? Да. Блин, а у нас еще есть автографы, ребят. Ондра, Вацлав и Дэнни. Огромное вам спасибо, что оставили автографы на билетах. Без Егорки. Без Егора, да, ну, это ладно. Это в смысле? Ладно. Егор потом распишется, может быть. А ты можешь его взять? Если получится, ладно. Ну, типа, дописали здесь автограф. Да, в общем, не видно. Видно все. Вот здесь ребята расписались. Вот тут не хватает еще одного. В общем, Потому что
Что-то я подумала только об этом на улице. Ну, огромное спасибо ребятам, что с нами немножко поговорили. Это очень приятно. А еще, пожалуйста, медиатор как-нибудь Саше передайте. Это очень надо. Очень приятно. Спасибо огромное, что были в Челябинске. Надеемся, что вы когда-нибудь еще к нам приедете. Все, увидимся в следующем дне. Короче, это будет пятница. Привет, с вами Марина. Привет. Челябинск. Заебись. О, thank you! Заебись. Thank you! Да. Всем привет! Сегодня третий день. Вы видите уже Лизу, потому что мы с ней летим в Москву, да, только на разных самолетах. Но мы встретимся на концерте Эбисов. Марины. Это все, потому что... Ну, как бы сколько? 4 часа утра. Да, Как 4 бы спать часа. надо. Я не спала вообще. Я не знаю, надеюсь, что в самолете посплю, иначе я сойду с ума. Я группу начинаю путать. Попытаемся. Да, я еще думала, что сегодня почему-то аэропорт Кольцово, а не Курчатова. Баландина. Вообще Баландина. Аэропорт Игорь, ладно. давай. Да. Вот, поэтому так, я надеюсь, что все будет хорошо. Если, может, вдруг я погуляю, может, еще по Москве, что-нибудь там засниму. Да. Всем привет, ребят. Вы уже поняли, что я в Москве. Как вы знаете, я не люблю Москву, Москва не любит меня, потому что до этого был дождь, вот сейчас вылезло солнышко немножко. Вот, если честно, я вам не смогу ничего показать в Москве. Так, мой хостел находится не в центре, а до центра очень далеко, и как бы времени не особо много. Вот, потому что еще надо собираться на концерт идти. Вот, могу сказать, что у меня очень уютный там хостел, называется радио хостел. Вот. Потом еще, может, подсниму, покажу. Вот. Вот так, такие дела. Вообще, я так понимаю, ну, у меня рядом здание, где будет проходить концерт, там минут 20, что ли, пешком. Вот. Ну, я так понимаю, что вообще вот это все вот здесь какой-то типа спальный район, рабочий район. Вот. И, в принципе, такие дома старинные, но красивые. И, естественно, церковь. Я не знаю, почему в каждом блоге у меня церковь, может, где-то я грешу. Очень сильно, поэтому меня преследует церковь. Вот. Наверное, мы с вами увидимся на концерте. Вот так я думаю. А там уже это, в Питере я очень хочу быстрее, чтобы этот день закончился, кроме того, что я не хочу находиться в Москве. Я прям не могу. Меня аж сильно это раздражает, что я здесь нахожусь. Сам город. Вот, поэтому я хочу быстрее собрать вещи и поехать в Питер. Вот. Вот. Наверное, так, все. Такие новости с Москвы. И у меня, кстати, голос то появляется, то пропадает, и горло ужасно болит. Не знаю, надеюсь, я не заболеваю. Вот. В общем, увидимся с вами на концерте. Age Retribution.
вышли за свет такой, но сейчас уже ночь. Короче, мы вышли с концерта Марина. Марины. Я хотела сказать, И «Весь «Весь в в вашем мире». Потому что, знаете что? Нам дали вот. Короче, в январе Эбисы приезжают на русском. Материал будет. И, короче, я теперь знаю, что нужно дожить до января. Я точно хочу поехать. Я надеюсь, что у меня получится. Вот, а еще у меня есть моя прелесть футболка, которую я не могла купить на 2 концертах. Это Екатеринбург, там не было вообще ничего. Вернее, там было 4, но уже вот этих не было. И Челябинск, где вообще Ничего не было, да. Нам сказали, что мерча нет, он не Там доехал. плакат, да, плакат Ну, остался. плакаты были, а именно футболки нет. Вот, а еще сегодня я была очень злая, потому что я пропустила МИД в плане того, что таксист, короче, 2 раза приехал не туда. И все время, которое был МИД, все прошло. Мы прокатались, короче. В общем, не знали дорогу доехать. Вот. По поводу концерта. Мы живы или нет? Мы живы, ну, Мы- относительно. Относительно мы живы. Короче, это разрыв всего, что можно. У меня не двигается спина, ноги, шея. Это было так охеренно, это так круто. Да. Весь зал, просто тупо весь зал орал все песни. А Марина, Заги. вы... Ну, я видосики все равно ставлю. Видите счастливого Егора, который не понимает, Чуть что не вообще плачет. происходит. Да, чуть ли не плачет. Но он за сцены поплачет. наверное. Вы остальных ребят не... Вот чем он Ондра, да, Ондра, Вацлав и Дэнни там вообще в шоке. Типа, что это вживую все это Да, происходит. да. Они очень прям офигели. Я не знаю, у Питера получится ли нет его переплюнуть, но посмотрим завтра. Москва была хороша. Москва это круто. После Челябинска, так Но это после вообще. Челябинска, да, тут мы вообще не разговариваем. Да, но у нас зато был камерный концерт. Камерный. Душевный. Бар и камерный концерт. Так что это тоже очень хорошо. Вот. Откинула Егора на его начало карьеры, да. Вот. Ну, короче, я теперь доехать до Питера надо. Я очень хочу быстрее до Питера доехать, уехать с Москвы. Вот. Хейтер Москвы вошел в здание. А? Хейтер Москвы Ага, вошел да. в здание. И быстрее уже в Питере, и в Питере посмотреть, что будет там, потому что на разогреве 2 офигенные группы, это Dead Birds и всем известная группа Loners. Так что посмотрим, что будет. Вот. Здесь на Москве был тоже Хороший разогрев. хороший разогрев. Первую группу вы знаете, но я забыла. In Touch the Robots, они Они были... with robots. With Robots, да, они были на Марине. Да, Ой, а Да, Айдис и очень умные были. То есть, да, они офигенно спели. Потом 2 группы, я не помню, и последняя. Одна была for Unreal, вторая, да. которая... Ну, они такие. Для Пап. пап, да. Мы крестили, что это для пап. Мгм. 3-я группа. Третья мелодик Melody, или, короче, Melody, там, типа Там как у них My Lady, ещё- что-то, короче, типа. Да, маленький скрипач, Да, там у него такой фанатки появились. Он такой классный, лет, наверное, ему сколько? 16, наверное, мне да. кажется. Они прям прикольно сыграли. Ну, тяжелый рок, и плюс еще скрипка звучала. Это было очень круто Да, звучало. мелодик метал это зуби. Хорошая мода. Вот, посмотрим, что дальше. Но я сейчас двигаюсь, собираю вещи все и в Питер двигаюсь на поезде. 11 часов трястись. Я надеюсь, Счастья, здоровья. Может, поспишь хоть. не знаю, надеюсь, мне не попадутся как тот раз 3 мужика храпящих. Вот, если получится, я посплю, потому что за вот эти 2 дня я поспала часов 5. Да, но я еще держусь, потому что мне нужно еще силы для Питера и доехать до дома, До дома. а потом идти на работу. Ужасно. Вот, в общем, короче, огромное спасибо еще раз Егору, что он приехал, что дал все такие концерты, что это очень круто, мощно, великолепно, что еще можно сказать. Да, все уже сказано. И всем остальным ребятам, Вацлаву, Дэнни, Ондра, это тоже офигенно вы играете, круто это делаете, но это просто супер, это просто замечательно. В общем, увидимся в следующем дне. Чего это так? У меня уже сил нет просто. Всё, Пойдем домой. пока. Вы уже видели кусочки из Челябинска, видели, как мы с ребятами чуть поговорили, как они сказали, Челябинск офигенный. Да-да. Вот. Я просто чуть мягче говорю. И мы сейчас вот подошли опять к Дэнни сказать спасибо большое за концерт, что это было круто. И в глазах Дэнни читалось опять они. И он такой, О-о-о. Вот, опять. Вот, ну, в общем, я надеюсь, мы их не напугали никак. И это просто их удивление. Да, да. Всем привет, ребят! Сегодня завершающий день тура Марины.
Петербург. Последний город был. Вот. В Питере, как всегда, идет дождь, ну, короче, поэтому видно, да? Вчера было очень круто, очень здорово. Надеюсь, что сегодня так же будет. И будет все разрывно, здорово и прям великолепно. Я уже жду не дождусь, потому что, тем более, там еще будет Моторс, также и Dead Girls, как говорила ранее, вот. Надеюсь, все круто будет. Я иду на них, надеюсь, не опоздаю, как в Москве было. Вот. Можно так и так, можно быть и на чешском тоже. Ребят, привет, смотрите кто. Hi guys, it's me, Егор, это я, Егор. Всем здорово, хорошего вам дня, вечера или когда вы там это смотрите. Всем привет, с вами Егор. Всем приветики. Приветики. Отдельный привет Сергею Уонерс. Все, мы получили приветы. Погода, жуткий ветер, холодная температура. Следующий трек знает все. Лонер совместно с Эбис Watching Me Life to Love. Давай тоже выцелим. Кто знает, подпевай вместе с нами. Now
Ребят, привет, концерт закончился. Короче, опять неожиданность. Еще раз. Гузель из Гузель Казани. из Казани, она меня узнала, и честно, я не ожидала. Потому что я видела тебя на ютубе, ты прям на рекомендациях мне вышла. Наверное, потому что там, типа, я смотрю примерно там реакции на всякие группы, там ты мне вышла. Вау, если честно, я вообще не ожидала. Какая реакция? На какую реакцию? Нет, честно нет. Но нет, я по-любому там, скорее всего, по Марине зашла, а потом уже начала смотреть другие реакции. Всё, Ну, это очень неожиданно, правда, прям очень круто. Огромное спасибо, кто смотрит. Вот так бывает, что и можно встретиться на концерте, если честно. Вот, что-то сказать. Я желаю тебе, чтобы у тебя было миллион подписчиков, чтобы тебя всегда поддерживали и вдохновение никогда тебя не покидало, и ты все время такие классные ролики всегда выкладывал Спасибо большое. на свои Спасибо. соцсети. Спасибо. Всем привет из Санкт-Петербурга. Только что отыграли питерский концерт вместе с Егором Ярушиным. Всем привет. Для влога Саши, конечно же, еще более огромный привет. Пора бы второе интервью, тебе не кажется? Ну, я могу, если получится, лететь. Сольные концерты в феврале и марте. Заходим на наше сообщество. Ребят, простите, что я записываю на ходу, но мне надо бежать быстрее, потому что в аэропорт там успеть.
Короче, это было круто, это было клево. Я не знаю, мне кажется, на первом... Короче, Москва и Питер для меня разделяют первое место. Это было очень офигенно. Все то, что вы видели, то, что я сейчас вам говорю, это не передаст. Те эмоции, которые испытываешь там, находясь на концерте, видя, как счастливые ребята, все счастливы. Я стояла прямо и улыбалась весь концерт, и это было очень круто. И на протяжении всего, перед тем, как мне ехать на концерты, меня постоянно спрашивали, ты зачем идешь на 4 концерта одной и той же группы? Для того, чтобы получить эмоции, для того, чтобы получить это счастье. Это непередаваемые, короче, эмоции. Это реально надо там быть, и когда ты стоишь среди всей этой толпы, которая кричит все песни. Прям это очень разрывное, это очень круто. И это прям офигенно. Сейчас, кстати, в Питере пошел дождь со снегом. Вот. И да, скоро у ребят группы Ломинс будут концерты. Я надеюсь, что я там буду. Также потом Мэпис. Тоже с русским материалом они приедут. Так что очень здорово, круто. Еще был The Brave Birds. Кстати, они тоже прикольно звучат. Ну, я как бы знаю, слышала, но материал сам не слышала. Вот. Ну, прям очень мощно. Это, кстати, московская команда. Ребят, в общем, что я хотела вам сказать. Это было все очень мощно, круто, потрясающе. Я рада, что пошла на все 4 концерта. Была бы возможность. Я пошла еще больше. Вот. Но это, это очень круто, правда. Это здорово, круто. У меня больше слов нет, что сказать. Это прям мощнейшее, что можно произойти было за все эти 4 дня, а тем более в Питере вообще был солдат. Представляете, то есть насколько там было атмосферно. То есть все мои рассказы, все мои видео, они не передадут все, что происходит там. То есть надо обязательно побывать там, понять, насколько это круто, мощно, здоровски, и просто это все потрясающе, правда. Если есть такая возможность, делайте это. В принципе, перед вами пример есть, который везде ездит, и это очень здорово. И чтобы потом не было такого, не говорю, да я не могу пойти, можно, все можно сделать и пойти порадовать. Тем более, если вы любите, смотрите какого-то там блогера, группу и так далее, что можно поддержать, и это будет очень прекрасные чувства и эмоции, в плане того, что вы когда увидите человека на сцене, который реально горит всем этим делом, как он будет счастлив от этого всего. И потом то же самое и со зрителями происходит. Я реально говорю, что я все вот эти 4 концерта стояла, просто улыбалась, потому что я получила огромнейшее удовольствие, такой огромный заряд, чтобы дальше двигаться, и это потрясающе. А еще я сижу с 2 медиаторами от Дэни и Вацлава, спасибо им огромное, но у меня нет, кстати, к сожалению, палочки от Ондре. Вот, да я еще потеряла карту в последний день, свою банковскую карту, причем у меня перед концертом она была, а дальше потом не могу найти, ну ладно, не страшно, в общем, спасибо. Вот, и я могу огромно сказать спасибо Егору, Дэни, Вацлаву и Ондре за все вот это происходящее, что было за эти все 4 дня. Это прям очень-очень здорово. Это настолько классные эмоции, потрясающие. Знаю, понимаю, что у меня теперь есть еще больше заряд энергии, чтобы двигаться дальше, чтобы дальше, наверное, развивать свой блог, в плане того, что YouTube там и так далее. Я иногда просто хочу это закончить. И еще меня узнала девочка, еще одна девушка. Вот, для меня это тоже опять, как всегда, неожиданно, потому что у меня не столько большой канал, чтобы вот так подходили, узнавали. Но это, кстати, 2-й раз уже Питер. Вот, огромное спасибо, кто подходит, не стесняется. Это прям очень мило, радушно и душевно. Вот. По поводу того, что я иногда, правда, хочу это все бросить. Бывают такие моменты, не скрою, вот, но потом, когда ты понимаешь, что люди говорят приятные, добрые слова, ты думаешь, блин, нельзя это бросать, это надо двигаться дальше, это надо делать, и потому что кому-то я приношу, допустим, какое-то счастье, они могут посмотреть там блоги, реакции, открывать для себя новые группы, в принципе, для себя я тоже открываю новые группы, иногда мне заявки кидают,
Там представители разных групп, и я тоже для себя нахожу прям крутейшие команды. Вот. Может быть, когда-нибудь я с кем-нибудь поеду в тур, там помогать. Ну, может быть. Может, не в этой жизни, может, в следующей. Вот. Но это прям... Я очень благодарна самой себе, в плане того, что я смогла все-таки поехать на все 4 концерта и получить такой заряд эмоций, такой энергии. Я понимаю, что до следующего теперь концерта, скорее всего, я пойду на Wild West в Челябинске. Даже уже не скорее всего, а да, чем скорее всего. Потом дальше Сергей Лазарев идет. Да, не удивляйтесь. А там потом опять Эбис Watching Me уже на русском. И дальше потом Loners. Короче, мне надо возвращаться домой, зарабатывать деньги, чтобы опять ехать по концерту. Я надеюсь, что у меня это все получится. Все это будет великолепно также. И спасибо всем, кто это смотрит, кому это интересно. И может, я кому-то тоже делаю счастливее. И огромное спасибо ребятам. Еще же Лонерс у нас были на разогреве. Ребята молодцы, что они профукали этот момент. Все-таки решили пойти на разогрев, сыграть. Ну, как всегда, они это сделали все великолепно, мощно, круто. И тем более, кто, если не знал, то у ребят поменялся состав. И там добавился Федя и Леша. Вот, и я посмотрела, как ребята играют. Ну, тоже замечательно, все здорово у них получается. Может быть, мы запишем с ними второе интервью. Если хотите, пишите в комментариях, да и ребятам тоже пишите. Вот, и они расскажут, что произошло у них за год. Ну, например, я к ним прилетала тогда в декабре, да, ну, скоро, кажется, год будет. Я с ними познакомилась, и тогда мы взяли интервью. Может быть, когда-нибудь я Егору возьму интервью, почему нет? Наберусь опыта и, может быть, возьму. Вот, в общем, почему я буду, наверное, завершать это видео, потому что мне скоро уже на самолет садиться, улетать домой. Вы бы знали, как я не хочу возвращаться домой, но надо, чтобы вам сделала тот же самый влог, и вы это посмотрели, окунулись вместе со мной, и все, что происходило. Вот. Короче, надо собираться, потому что скоро уже самолет. В плане того, что я уже в аэропорту, но на посадку, в общем. Вот. Еще могу сказать, если у вас есть возможность приезжать на какие-то концерты, группы, езжайте, делайте это, чтобы окунуться в это все и еще раз поддержать всех и быть самым счастливым людьми на свете. Реально, вот сейчас я сижу и пересматриваю все видео. Для меня это прям... Я ловлю на себя, что я улыбаюсь от этого, и это такие приятные воспоминания, такие приятные эмоции, что когда, там, не знаю, тебе будет грустно, ты можешь взять, включить, посмотреть и, наслаждаться тем, что произошло. Это очень здорово. Прям я... Не знаю, если когда у меня получится поменять мою работу и пойти где-то там в музыкальную какую-то сферу попасть, да, я это сделаю с удовольствием, потому что это тем, что я живу, это такой хороший стимулятор, вы поняли отсылку, да, но это хороший стимулятор, я еще раз повторяюсь, вот, тому, чтобы, не знаю, быть самым счастливым человеком на свете. Это личное влияние. Для кого-то может что-то другое. Там, не знаю, я могу даже на своем примере еще раз сказать, что когда, допустим, бывают грустные какие-то мысли, там, настроение не то, я иду, когда на зайца по барабану, у меня это все прям улетает. Я прям понимаю, кайфую от этого, и это здорово. Правда, музыка, она реально лечит, могу так сказать. В общем, наверное, буду на этом заканчивать, что это самая приятная эмоция, которая у меня сейчас на данный момент есть. Вот. В общем, еще раз хочу сказать спасибо Егору, Вацлаву, Андрею, Лене за то, что это все было, что они приехали, сделали такой огромный тур и подарили для всех такие эмоции. Это очень, очень здорово, очень круто. Также отдельно спасибо Loners, что вы там были, что сыграли для нас. Ждем от вас новой музыки, ждем хоть какого-то клипа. Пожалуйста, ребят, все хотят. Вот, ну и, конечно, ждите ребят с сольными концертами, которые ребята анонсируют. Вернее, кто был сегодня на концерте, тот знает. А так следите за ними в группе ВКонтакте. И там, кстати, у них Телеграм еще появился. Вот, тоже следите, смотрите. Ребята супер мощные, супер классные. И я надеюсь, что в скором времени у них также будет солд-аут, как у Егора произошло в Питере, и у ребят. И
порадует их. В общем, спасибо всем большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, как обычно. Ну, а с вами увидимся в новом видео. Всех обнимаю, всем пока. Бай-бай.